Всем привет! Вы очень много писали в комментариях, чтобы я сделал отрезной станок из болгарки. И в этом видео мы с вами попробуем его сделать. На базе кардана автомобиля Нива. Поехали! Для начала нам понадобится, конечно же, сама болгарка. Я купил самую дешевую на 230 диск с мощностью 2000 Вт. Очень понравился в ней механизм поворота ручки, и я думаю, это будет очень кстати для нашего станка. Часть карданного вала от автомобиля Нива. Купил я ее в автосервисе всего за 100 рублей. Профильная труба со сторонами 20 на 40 мм. И мелочевка, такая как заглушки и болты. Станок делался без чертежей и в ходе изготовления потерпел небольшие изменения. Поэтому все размеры, если кому интересно, будут в конце видео. А пока, как обычно, нарезаем заготовки. Из них мы будем делать каркас станины. В двух заготовках с каждой стороны необходимо сделать отверстие 9 мм для установки резьбовых заклепок. В них мы будем вкручивать ножки станка. Собираем раму на прихватке и обвариваем. Для того, чтобы приварить поворотный механизм, добавляем одну перемычку, сделанную из того же профиля 20 на 40. Остальную часть станины решил набрать из профильного квадрата 20 на 20. Тем самым уменьшил вес конструкции. Всего нам понадобится 6 перемычек, 2 из которых будут пазом для диска, а остальные для крепления упора. Вообще, сама конструкция станины была подсмотрена мною на канале Алексея Чизганова. Единственное, что мне у него не понравилось, это механизм наклона ушей. Поэтому я решил сделать свой. Вставляем все перемычки в раму и прихватываем. На этом этапе я понял, что настолько широкая станина мне не нужна, и укоротил ее на 10 сантиметров. А после сварки и шлифовки всех швов получаем вот такую красоту. Отложим ее в сторонку и займемся изготовлением ножек для станины и кронштейна для крепления ушей. Ножки я обычно делаю из увеличенных шайб. Просто обвариваю болты нужного диаметра снизу и зашлифовываю их. Кронштейн же буду делать из полосы металла и переносим их на полосу. Теперь по размеченным линиям необходимо сделать небольшие пропилы. Это поможет нам легко согнуть металл и сделать нужную форму. После примерки кронштейна на пациенте размечаем отверстия для крепления. У меня на ушем их 3, значит все 3 буду задействовать. Затягиваем деталь на месте и делаем прихватки в местах изгиба, для того чтобы при сварке ничего не повело. Крепить подвижный механизм кронштейна ушей буду через трубку.
Я ее взял с амортизатора задней двери автомобиля ВАЗ. Это единственное, что нашлось у меня в мастерской подходящего. Зачищаем старую краску для дальнейшей сварки с кронштейном и шеем. И прихватываем строго перпендикулярно. Наша конструкция почти готова. Остается только сделать упор и все покрасить. Для упора нарезал заготовок, и выглядеть он будет вот так. Процесс сварки показывать не вижу смысла, поэтому давайте перейдем сразу к готовому изделию. Теперь можно приступить к окончательной сборке и тестированию нашего приспособления. Вот такая красота получилась. Давайте же посмотрим его в деле. Сначала обрежем профиль 20 на 40. Как мы видим, рез получился довольно точным. И, конечно же, рез под угол в 45 градусов. Я думаю, здесь комментарии излишни. А теперь, друзья, мне нужен ваш совет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы организовали прижим заготовки к упору. Не хотелось бы ставить обычную шпильку. И второй вопрос по поводу подъема болгарки. Как и какую пружину бы вы поставили для этих целей? А на этом у меня все. Друзья, если это видео вам понравилось, не забудьте оценить его лайком. Как всегда, пишите в комментариях, чтобы вы доработали в этой конструкции. А также делитесь этим видео с друзьями. Я думаю, им будет так же интересно, как и вам. А с вами был, как всегда, я, Михаил, и это канал Китай Мастер. Пока-пока.